Наталья Поносова с усердием мыла посуду, словно хотела протереть на кастрюле дыру. «Но посуда-то здесь при чем?» — не выдержала мать Мария Ивановна. «А я при чем?» — задала Наталья тут же нелогичный вопрос. «И ты ни при чем? Раньше надо было думать. А что уж теперь поделаешь?» «Ах, мама, ну откуда я могла знать, что беременна? А ты что, девчонка, что ли, малолетняя? Чай уже тебе скоро 40. Ну и что?» Чуть не плача спросила Наталья. Она и сама знала, что ей скоро 40, и мужу ее Сашке Поносову, которого в школе одноклассники сначала дразнили поносом, а потом и клизмой, тоже скоро 40. Наташка была девчонкой видной, а Сашка, даже ниже ее ростом, не был особенно примечательным. Учился так себе, на внешность тоже так себе, но чем-то зацепил он ранимое девичье сердце Натальи. А Наталье так хотелось верить, что это любовь. Наташка сама за ним бегала. «Натка, ну что ты нашла в клизме?» — недоумевала ее подруга Алка. «Не знаю, Алка, но нравится он мне», — отвечала она подруге. Они выросли и поженились. Сашка был довольно бесхарактерным, и потому казалось, что это Наталья женила его на себе. Впрочем, может, так оно и было, но тем не менее поженились они почти сразу после школы. Натка заставила поступить Сашку в институт, а потом сама же делала за него контрольные. Сашка никогда не был хорошим учеником. «Дочь, ты что творишь?» — говорила Мария Ивановна перед свадьбой. «Мама, а что? Я люблю его. У нас все будет хорошо». «Вот-вот. И я говорю, не зря ваши одноклассники дали ему такое прозвище». «Да глупости все это, мама!» И надо сказать, что Наталья была права. Сашка за несколько лет заметно вырос, и теперь уже Наталья была ниже его ростом на 2 головы. Его курчавые черные волосы сводили с ума сельских женщин, а красивые карие глаза с разрезом на турецкий манер и чувственные губы привлекали представительниц слабого пола словно мед. Девки и замужние бабы, словно пчелиный род, вились теперь возле Сашки и не давали ему проходу. От такого повышенного внимания Сашкина голова кружилась, а глаза разбегались. Ведь он никогда не пользовался авторитетом у девчат, зато теперь от женщин не было отбоя. Наталья выходила замуж уже беременной, и об этом все знали, но вежливо молчали. Наталья ближе к зиме родила сына Алешку. Алешка рос болезненным ребенком. Наталья часто лежала с ним по больницам, а от матери слушала успешный послужной список Сашкиных побед над слабым полом. «Твоего опять с Зойкой Михайловой видели», — говорила Мария Ивановна, придя в очередной раз к дочери в больницу. «Мама, люди завидуют нашему счастью», — тут же находилась Наталья. «Да чему тут завидовать?» — не выдерживала мать. «Разводись с ним, хватит терпеть его гулянки». «Нет, мама, я люблю его, а сыну нужен отец». «Ну и зря ты так». Но к жене Сашка был внимателен. Он и пеленки постирает, и с сыном займется, и еду приготовит. В общем, парень хозяйственный, что и говорить. Может, и вправду напраслину на него наводили люди. Вот только один случай Наталья забыть не может. Алешке уже 7 лет исполнилось. Ребенок окреп, больницы закончились. Как-то летом прибегает запыхавшаяся Мария Ивановна к дочери. «Ну все, поймали твоего красавца. На пруду с Варькой Блиновой видали их. Айда, мы с отцом на мотоцикле». «Куда?» «Так на пруд, на пруду, на мыльном пруду они», — говорила мать. «Поехали, Наташ, мы их там и застанем сейчас». Наталья поддалась порыву. Ревность и злоба кипели в ней. И действительно, как только переехали плотину, она сразу же увидела своего благоверного с Варькой. Прямо под кусточками дикого шиповника расположились. Ну, ничего такого, только пикник так называемый. Хотя еще тогда и слова такого не знали. «Вот они! Держи их!»
— кричала Мария Ивановна. «Мама, я первая!» — кричала Наталья, что есть сил. Варька испуганно вскочила. «Ах ты, бесстыжая!» — кинулась на Варьку Мария Ивановна. «А чего мне стыдиться-то?» «Вот именно, глаза-то у тебя бесстыжие!» — вопила, что есть сил Мария Ивановна. «А ты, зятек, мигом домой! Там с тобой другой разговор будет!» — грозно сказала теща. Молчал только тесть Сашки, Василий Гаврилович Зубанов. Он неловко переминался с ноги на ногу и краснел. «Ну ты хоть слово скажи свое, отец!» — призвала его жена. «Мария, может, не надо ссор из избы выносить?» — нерешительно сказал Василий Гаврилович. Он был человеком смирным и спокойным. «Не таких слов я от тебя ждала!» — сверкнула в его сторону супруга. «Тоже мне защитник нашелся!» «Да я не защищаю, просто от людей стыдно!» «А вот это не стыдно! Не стыдно, что наш зять позорит нашу дочь!» — кричала Мария. «Мама, давайте дома разберемся!» — попросил Сашка. «Ох, как дала бы я тебе сейчас!» — сжав кулаки, говорила теща. Наталья плакала, Мария Ивановна хваталась за сердце, а Сашка просил прощения. Долго, очень долго не могла простить Наталья своего мужа. Уж как он только не старался. Наталья была непреклонна. Сашка страшно переживал и старался всячески угодить супруге. Пересудов было на всю деревню, но со временем страсти улеглись, сплетни поутихли. Наталья простила своего благоверного, а он больше не делал попыток изменить своей жене. Жили они теперь дружно. Вот только иногда и мать Натальи, и сама Натка нет-нет, да и припоминали Сашке его грехи. С тех пор прошло много лет. Наталья с годами очень располнела, а Сашка с возрастом стал только еще красивее. Он относился к той породе людей, внешность которых раскрывается ближе к среднему возрасту. Ямочки с румяных щечек Натальи куда-то пропали, и теперь это было лицо полной женщины с провисшими к шее щеками. Хотя и шеи вроде теперь у Натальи не было, вся она стала какой-то тучной, медлительной и громко сопела. Но это не повлияло на ее пылкую любовь к мужу. Наоборот, Сашку она стала любить еще больше. «Наталья, зачем вам еще один ребенок? Алешка уже заканчивает учебу в институте, а вы решили вновь стать молодыми родителями?» — спрашивала ее Мария Ивановна. «Мама, я правда не хотела этого ребенка, но Сашка сказал, что если я сделаю аборт, то он меня бросит». «Он тебя и без аборта бросит», — сказала ей мать. Мария Ивановна рвала и метала. И все-таки Наталья родила дочку. Ксюша родилась весной. Она была вполне здоровенькой и с розовыми щечками. Но такая куколка, просто прелесть. Сашка души не чаял в дочери. Когда он брал ее на руки или подходил посмотреть, как она спит, то у него от счастья дух захватывало. Наталью он буквально на руках носил, а та, несмотря на свои габариты и весьма внушительные, светилась от счастья. Ксюше не было еще и 5 лет, когда у нее признали тяжелое заболевание почек. Алешка жил уже своей жизнью, а вот Наталья больше не жила своей жизнью. Она теперь жила только Ксюшей, переливая из одной мензурки анализы дочери в другую. Она близоруко щурилась и смотрела прозрачность. «Ты скоро умом тронешься», — предрекла ей мать, глядя на то, как Наталья собирает анализ. «Мама, не мешай, я пытаюсь определить. Ты бы лучше пыталась определить, где был сегодня твой муж». «Мама, для меня это не имеет никакого значения. Для меня сейчас самое важное — здоровье моей дочери». «А для него нет», — заверила ее Мария Ивановна. «Это его право», — отрезала дочь. Всегда такая безвольная и мягкотелая Наталья теперь проявляла завидную волю и стальную выдержку. Наталья даже не замечала, что Сашка отдалился от нее, а заодно и от дочери.
А для Натальи вновь начались больницы, анализы, доктора, очереди в поликлинику. Ксюша болела много и долго, но ее болезнь не была пожизненной. И настал тот день, когда от болезни не осталось и следа. Возможно, это было испытанием семьи на прочность, а возможно, что здесь не было ничего мистического. Но Ксюша выздоровела. Доктора говорили, что такое возможно при переходе детского организма в подростковый. Ксюша выздоровела, а вот мужа Наталья потеряла навсегда. Это случилось одним непрекрасным осенним днем, когда Наталье снова надо было сдавать Ксюшкины анализы. Наталья собиралась с дочерью в поликлинику, а Саша собирал свои вещи. Наталья ничуть не удивилась этому факту. От людей она слышала, что Саша завел себе пассию в районе. «И ты что же, ничего не будешь делать?» – изумилась мать. «Ничего. А как же ваша дочь, семья?» «Да нет никакой семьи. Он не любит меня. Глупо удерживать человека возле себя, если он тебя не любит. Каждую минуту думать об этом и мучиться, а заодно и его мучить. Пусть уходит. Уж лучше я один раз переболею, и все». Но болела Наталья сильно. Она похудела на 30 килограммов. Теперь сельчане не узнавали ее. Все женщины, даже те, которые раньше завидовали ей, теперь искренне ее жалели. «Наташка так похудела», — говорила Люська Козлова. «Ой, и не говори. Она так не страдала, даже когда Ксюшка болела», — отвечала ей Тая Семыкина. Сашка в последний раз оглядел свой дом, вроде ничего не забыл. «Ты даже не станешь меня удерживать?» — спросил он у жены. «Нет. А зачем? Ты же все равно уйдешь». «Да, это верно». Он ушел к Людмиле Бариновой. Людмила старше Саши на 7 лет. И тем не менее, они жили дружно и счастливо. Наталья спокойно дала развод, воспитала дочь. За это время Мария Ивановна совсем состарилась и теперь много болела. «Мне так жаль тебя, доченька. Уйду я скоро, ведь совсем одна останешься». «Я не одна. У меня есть дети, мама». «А муж? Дети-то разлетятся. Вон, Алешка и глаз не кажет. Приезжает редко, живет далеко». «Ксюшка со мной. Ксюшка замуж выйдет», — грустно говорила Мария. «Внуки пойдут», — смахивая слезу, пыталась говорить бодро Наталья. Вскоре Марии не стало. Она пережила своего мужа на 5 лет. Ксюшка вышла замуж и уехала в город, да еще и в другую область. Наталья осталась одна. Она работала, даже выйдя на пенсию. Работала не потому, что не хватало денег, дети помогали, а потому, что боялась одиночества. Но все равно она знала, что где-то есть ее любимый Сашка, пусть и не с ней. Эта мысль, что он дышит тем же воздухом, видит ту же природу, солнце, звезды и луну, помогала ей жить. Но пришел тот миг, когда Сашка тяжело заболел. Через полгода и его не стало. На похоронах Наталья не была, но она молилась и знала, что теперь ее жизнь тоже закончилась. Она не видела смысла в своей дальнейшей жизни. Наталью теперь можно встретить часто у маленькой сельской церквушки. Она приходит туда ежедневно и долгими часами стоит перед иконами, вспоминает свою жизнь, рождение детей и своего Сашку.